may remove your blindfolds, dearest disciples. Behold, Santa-Brigitta's greatest treasure. Where are we, Brother Hines? Oh, that's none of your business, Brother Iago. It's written in an unknown language, one so rare it could even date back to the days of the Tower of Babel. No one has ever deciphered it, or managed to copy a single character from its alphabet. Come on, who are you speaking of? Blind men and morons? Do you dare to give it a try, Brother Giuseppe? Hey, why does he get to go first? That's not fair. Let's see. I don't understand a thing. These symbols. I can't stop. I'm trapped by them. Oh no! My God, what's happening to me? Why? Iago! Iago! Help me! Giuseppe! Do not touch him. There's nothing you can do for him now. No. Put your blindfolds back on. No. I'll take you to your cells. Never speak to anyone about what happened on this night. And remember, you have seen nothing. Рассвет занялся несвященным монастырем Санта-Бригитты. Монахи суетятся вокруг, занятые своими повседневными утренними обязанностями. Все, кроме тебя. Джузеппе, книга Джузеппе, книга Джузеппе. Почему? К черту работу. Ты решаешь, что не сменишься, пока не найдешь тайную библиотеку и не увидишь книгу. Если смерть призовет тебя к себе, когда ты будешь читать ее, так тому и быть. Добрый институт, языком красуется в первом нашедшем. Меня зовут Сергей, мы продолжаем прохождение игры Yesterday Origins. Что ж, в конце прошлой серии мы увидели страшное, мы нашли какую-то невнятную книгу, и на нас накатили воспоминания о том, как мы в неком монастыре узрели ужасное. Книга убила нашего брата по вере, и мы теперь должны в роли себя молодого в каких-то обносках, в каком-то мешке из-под картохи выяснить истину. Ну, собственно, основная цель этой игры — это все еще наш Джонни Yesterday, только гораздо моложе, так на лет 500, да. Возраст ему не помеха. В чем его секрет, косметологи до сих пор не понимают. Возможно, правда, все связано с вот этой вот залысиной. Видимая отметка твоего первого духовного звания. Начало твоего пути в священном ордене. Окей. Какой-то капюшон. В соответствии с уставом францисканцев, капюшон должен быть такого размера, чтобы не скрывать его все лицо. Если бы тебе пришлось выйти на улицу в такой мороз, ты бы был благодарен и этому. Можно накинуть и, как император Палпатин, Unlimited Power. И, в общем-то, загасить всех неверных. Устав святого Франциска требует наличия определенного количества узлов на веревочном поясе. Если на поясе такого послушника, как Торибио, не хватает узлов, значит, у него не хватает и еще кое-чего. Ума. Интересное кино. Так, какие-то сандали. С носками, что ли? У колхозника. В холодные дни нормальные люди не имеют носки, но праведники должны мерзнуть. Во имя Господа нашего. Нет, это на самом деле не носки, это просто текстурка такая ног. Ну что ж, пошли, брат Яга. Яга, да. Именно так. Что у нас тут есть? Какие-то... Какая-то тряпочка. Это повязка, которую ты надевал прошлой ночью, чтобы отправиться в тайную библиотеку. Тебя охватывает странное чувство, ты почему-то боишься прикоснуться к ней. Вон оно как. Тайная комната. Гарри Поттер. Так. Ты собираешься с духом, и когда дотрагиваешься до нее, маленький человечек из твоих кошмаров, как само порождение дьявола, прокрадывается в свою голову. Before you can control the unknown sense, you must first learn to see through the eyes of yesteryear, young disciple. Your mind stores every single detail of everything you've seen. Close your eyes
and say goodbye to today. Walk bravely, then open them anew, and yesterday is here again. Чувство неведомого, мой юный подаван. Такс. И нас перенесли еще до обретения дьявольских способностей и даже возможности умирать и запоминать куда-то в недалекое прошлое. Вот как раз таки в это помещение, где произошел тот ужас. Тут, в общем-то, все наши братья по вере. Несколько необычных монахов. Не кажется ли странным, что ты никогда не видел в монастыре такие витражи? Окна. Не добавлено. И все же ты знаешь, что никогда не покидал здание. Интересно, интересно. Так. Можно выйти. Тут что-то есть. Сосредоточившись на дальнем конце библиотеки, ты вспоминаешь мелодию. Песнопение. Песнопение — это хорошая новость, значит, часовня находится где-то рядом, и можно значительно сузить зону поисков. Плохо то, что она все еще слишком большая. Ну да, логично. Так, что это так? Он не говорит, не читает и не пишет. Идеальный сообщник и доверенное лицо. Чувак, тебя как-то покорежнало. Ты практически как этот Харви Дент, который двуликий-то. Так, и что это? Ослепший глаз. Или нет? Джузеппе однажды решил передразнить его с этой стороны, думая, что Урсус его не видит. Урсус схватил его за горло, поднял в воздух, хмыкнул и наконец отпустил. Отметина на горле Джузеппе не сходила несколько месяцев. Понятно. Это его что, это его кислотой облили, что ли? Урсус перестал разговаривать после... пожара, который оставил эти шрамы. Интересно, горло и рот как-то связаны со способностью издавать звуки? Ну, вообще, в теории, да, наверное, нет? Как-то... Хрен его знает, на самом-то деле. Он никогда не ходит без своих четок. Интересно, что они для него значат. Веру для него не значит, дурень. Ты что, в первый день здесь работаешь, что ли? Так, какой-то лысый амбал, похожий на Купера из «Печати Люцифера». Жаль, что Хинес не услышал, когда он просил прочитать книгу до Джузеппе. Перекрестился такой. Такой, знаете, кирпич. Он немного старше тебя, но Господь одарил его обширной танзурой. Чего? Ладно, будь по-вашему. Ты все еще помнишь, как Джузеппе напихал туда кошенили, той самой, с которой делают красную краску? Когда Тарибио надел капюшон на голову, он визжал, как свинья, которую режут. Как дьявольская свинья, которая жрет Мигеля де Кастро. Батильо, пиренейский деликатес, свиные кишки, набитые разными видами мяса и перевязанные веревкой. Через 5 секунд после того, как Джузеппе услышал об этом блюде, у Тарибио появилось новое прозвище. Ну да. Так, и что? А что это? У него с руками. Так, что-то можно... Безукоризненное деяние, как и все остальное у Тарибио. А руки что у него с руками? Как будто в них гвозди забивали. Такс. Ты когда-нибудь снова увидишь Джузеппе? Да, в медленно тающих воспоминаниях вроде этого. Какой-то хмыреныш. Это брат Диего сказал ему, продолжай вести себя как демон, и Инквизиция в конце концов заинтересуется твоей родинкой. Клево. И что? По словам самого Джузеппе, ряса францисканца — лучшее место, чтобы скрыть то, что не хочешь показывать. Интересное кино. И все? Больше ничего нету. Как-то грустно, что ли. А может с ними поговорить, или мы тут... Так, сами по себе. Если в обыденной жизни говорить с Урсусом, как правило, бесполезно, представь, что вы разговариваете в воспоминаниях. Я прав, мой дорогой Урсус? Видимо, прав. Да. Так. Можно что-нибудь ему сказать? Если бы ты мог быть до конца откровенным с Тарибио, что бы ты ему сказал? Мое уважение. I respect you, in spite of it all.
It's not easy to observe the rule of St. Francis these days. And why don't you observe it as well? Science, logic, and history bid me otherwise. Мне жаль тебя. I feel like neither Giuseppe nor I have been just with you. For that, I apologize. I knew you would come to your senses as soon as that Italian devil lost his grip on you. Dead dogs don't bite. Ты мне отвратителен. You disgust me. You're a clueless, tattletale, brown nose who doesn't understand what he copies. And it's not just the books. It's the rule of St. Francis and all of that meaningless nonsense you observants constantly repeat. I'd rather be a brown nose than end up covered in shit, Brother Yago. And that's exactly how you'll end up. Вот, кстати, у юного нашего персонажа, у него как-то голос такой подозрительно знакомый. Я не знаю, может быть, это я его слышал уже, но это точно. Такс. А что мне скажет лучший, точнее, единственный друг в Санта-Бригитте, который зря читает книжки? Если бы ты смог только поговорить с ним. Смерть. Why did you have to die? Who knows? Those Greek gods you love used to claim the beautiful first. And I don't mean to brag, but between you, Botillo, and me, there's just no comparison. Ну да. I will never forget you, brother. Botillo sure won't forget me. At least not until you find out why Father Gines calls him so much. Учитывая, что это католическая церковь, то я предполагаю, зачем он вызывает к себе его. Did Gines give you a proper Christian burial as promised? I think you know the answer better than I do. Whether you're ready to admit it is another story. Интересно. Так, можно... А что было бы, если бы Хинес захотел, чтобы я прочел эту книгу? Джузеппе был бы жив, и кто знает, что было бы со мной. Можно с самим собой поговорить. Да у тебя шиза, мальчик. Тебе бы к доктору сходить. Побазарим. Но тебе хотелось бы поговорить с самим собой. Два таких додика стоят. Оставь все позади. Dark times are upon us. Giuseppe's death is only the beginning. Flee Santa-Brigitta and never look back. And leave Gines behind? He saved me. He gave me a new life, books, brothers. I can't do that. Можешь. Gines wants you to follow Satan's path. But you believe in the righteous God. You must observe the rule of St. Francis. I would, but I'm afraid I'm prey to the same sin as Brother Gines. The sin that led Adam to eat from the tree of knowledge and condemn mankind. I want to know. Какой жадный. Not only do you understand languages, you're also aided by demons like that painted old man that sometimes appears before you. If you really want to know who you are, you must first accept this. You are Satan's son. So what do I do? Should I devour a live goat? Sacrifice virgins? Kill myself to return to the hell whence I came? No. I must follow Gines's plan, whatever that may be. Не, ну и диаложик у нас получился. Так, и стоит наш Хинес де Урдуна, твой учитель и наставник. Вы посмотрите на его улыбку, какой он дает. Он доволен собой. Так, можно его осмотреть там как-нибудь? Такая улыбка. Я доволен, я мужик. Темные круги вокруг глаз говорят о его любви к чтению. У тебя тоже такие будут через несколько лет? Возможно. Но зато какие, слушайте, для средневековья зубы и улыбка. Вот это на самом-то современном мире не везде такое увидишь. А тут такое. Такс. Что? Кстати, я смотрю, что больше ни у кого нету никаких отметин на руках. Только вот у лысого толстячка. Интересное кино. Если бы он 3 года назад тебя бы казнила Инквизиция. И впрямь, и впрямь. Есть вещи, о которых ты никогда не осмелишься спросить Хинеса. Сын повара? When the Inquisition captured me, you found the dead body of my friend Alonzo, whose recently deceased corpse could pass as my own. Isn't that too much of a coincidence? I believe you have reached your own conclusion. But remember what I always tell you. Chance does not exist. It is Satan's hand. And sometimes it uses our own to achieve its goals. Ну, то есть ты его убил и, в общем-то, пытаешься свалить все на Сатану. Ну, молодец, молодец. Какой ушлый черт.
You knew that Giuseppe would die upon reading the book, didn't you? All I had were suspicions, the same as you. Тоже знакомый какой-то голос у этих чуваков You двоих. said you appreciate me for my talent with languages. What will happen the day I'm no longer useful? Have you ever seen me do someone harm? Don't fret. Although you are the devil's son, how could you ever cease to be useful? Какой хитрый. Так, ну мы тут протыкали все и даже получили некую информацию. Я думаю, в принципе, можно выйти отсюда, нет? Так, ну вот, мы вернулись в настоящее и... Что это такое? Можно выйти в окно? Ага, можно вернуться в прошлое при помощи окна. Ну, слушай, точно какой-то Гарри Поттер? Это Хогвартс. Вот и все, вот тебе и вся разгадка, Серега. Что ты тупишь? Так, что это, кокаин? Отрава? А соль? Крайне необходимая зимой, когда лед смыкает свои челюсти на окнах и дверях, особенно в этом крыле аббатства. Прикарманим, берем все, что не прибито к полу. Так, бумага. Второй по популярности товар среди переписчиков аббатства. Такие новички, как ты, не имеют доступа к первому из этих сокровищ. Чернилам. Да ты и писать-то не умеешь, наверное, поц. Чё ты? Что это такое? Не знаю, что-то я там ухватил себе какой-то объект. Так, тут у нас что? Ты не сядешь за свой стол, пока не увидишь убийцу Джузеппе. Книгу в тайной библиотеке. Нужно научиться говорить на змеином, Гарри. Так, решай, что на твоем столе нет ничего, что могло бы помочь тебе. Жалко, жалко. Такс. Ну где вообще мой чудо-глаз? Угу. Так, туда выход. Взаимодействие с Додиком. Тут кто-то отсутствует на рабочем месте. Прогульщики. А, это стол Джузеппе. Что это? Пустая катушка для ниток. Я немножко себе иначе ее представлял. Ну да, в принципе, для средневековья она, наверное, ок. Я думал, что там прям бобина, как современная. Но нет, нет, ни разу. Можно книжечку у вас взять, почитать? Подскажите, пожалуйста, где библиотека? Бабушка-старушка, божий одуванчик ее охраняет, да? Только Тарибио, любимому переписчику Хинеса, разрешено прикасаться к книгам в этих шкафах. Ну, это мне как бы ни о чем не говорит. Я тебя сейчас подсижу, чувак. Если бы только Хинес послушал его, когда он просил прочесть книгу до Джузеппе. Брат Тарибио, переписчик по воле случая, доносчик по своей воле и сукин сын по призванию. Ах ты, падаль мерзкая. Такс. Ну, мы, в принципе, его уже осматриваем. Вот что с руками у него, мне интересно. Вот как-то... Что это такое? Заштопанная прореха на практически новой рясе? Где он ее порвал? Ну как. Михалыч. Ты чё, на руку не чист, да? Он когда-нибудь пытался помочь Джузеппе? Нет, грязная крыса. Не хочешь мне ничего рассказать? Hello. Вчера. Вот так вот, да, просто? В отрицалово ушел. Хинес. О, наивный чукотский юноша. Where's the library? I don't know. Come on, you often disappear with Brother Hines. I'm sure that's where he takes you. Of course. I'm the best copyist in the Abbey. And who else would he trust to copy the secret books? And? He always blindfolds me, just like last night. It's better that way. I won't have to resist the temptation of reading hermetic texts. Ты уверен, что он тебя книги уверен туда отправляет переписывать? Может, еще что-то? Отправляет свой данжен? When Giuseppe started to bleed, you did nothing to help him. It was the devil's doing. That was Satan's blood. It could have contaminated me. I helped him. Then get away from me. Какой неприятный. Later, upon returning to my cell, I thought I heard whipping in yours. Then
That's not true. Do you remember that the abbot prohibited self-flagellation? Do you? Why? Why can't a pious man pay for his evil deeds? What evil deed did you perform last night? I thought nothing had happened. Go with God. Иди с Богом, говорит. Мы не договорили. Мы не договорили. About last night. Nothing happened last night. Nothing. Объяснись. What do you think happened exactly? Didn't I tell you already? It was the devil's doing. He has possessed that book. I thought the devil specialized in possessing people. Are you really that naive? He can possess the very air you breathe. I heard that about 2 years ago, in a village far away, the devil possessed a hog so that it would devour the son of a noble. That's amazing. Да, это мы знаем, эту байку мы слышали, мы даже принимали в этом пранке участие. What are you copying? A text lacking in righteousness. Hortensius by Cicero. Нечестивость? The book is everything you say it is. Why are you copying it? Because that cursed Father Ezekiel is contaminating the soul of our dear abbot. And manipulates him with his science and his art to lead him off the righteous path. I wouldn't rule out the use of magic either. Опровергнуть. Was it not the very same book that led St. Augustine of Hippo to embrace faith? What's that? Oh, yes, but God can write straight on crooked lines. That does not prove that the book is not impure. Furthermore, St. Augustine was a sinner before he was a saint. Grant me chastity and continence, but not yet. That. Развратник. Такс. Брат Ботилью? You must be thrilled now that Giuseppe is dead. No one will ever call you Botillo again. Shh. Remember, we know nothing. Calm Успокоить. down. I'm not going to tell anyone. But the devil can hide anywhere. Only God knows who is watching us and where from. Так, оскорбить его, что You ли? must be thrilled now that Giuseppe is dead. No one... Shh. Remember, Оскорбить. What was that, Brother Botillo? I can't hear you. you're acting just like him. I expected more out of you. Книжная May I полка. take some books from the shelf? Absolutely not. It's time to write, not to read. Вот и все, да? И думаешь, отделался от меня? Черт. Это что такое? Он звонит, когда брат Хинес вызывает Торибио, своего любимого ученика. Ну как? И все? Все, что у нас здесь есть? Ладно, пойдем, выйдем. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, туда можно сходить. В эту сторону сюда. Что это такое? Окошечко какое-то. Его восстание позволяет другим шпионить за во время работы. Так это же замечательно. Никто не посмотрит, что мы можем там болту гонять. Или еще что. Это статуй? Энрике III болезненный, король Кастилии, родившийся в Бургасе, который находил в церквях нечто большее, чем христианское благочестие. Поподробнее с этого момента, пожалуйста. Так. После того, как Джузеппе посыпал их молотым перцем и устроил переполох, их так и не зажигали. Ох уж этот Джузеппе, редкостный пранкстер, судя по всему. Такс. Туда можно, слушайте, прям много этих вариантов. Ну давайте сходим в ближайшую дверь. Что у нас тут такое, сортир? May I come in, Father Hines? My door is always open to you, Brother Yago. Так, когда ты подходишь к нему, ты кое-что замечаешь. Ключ, который у него на прошлой ночью был, перед тем, как он завязал тебе глаза. Сныкал его, хитрый хмырь. Что ты от меня прячешь, старый пень? Монахи? Торибио. I don't understand why you always favor Brother Toribio. You are the better pupil, no doubt, but you'll be better off if you draw little attention to yourself. On the other hand, commending Brother Toribio helps me win over those he sucks up to. The observance. Езекиль? What do you think of Father Ezekiel? He stands up to the observance and understands the world through reason. So brave, and yet so naive.
The only reason that governs this world is that of your father, the devil. I do prefer him over that gang of lunatics, no doubt. But I must proceed with caution and not show him too much esteem. By the way, he should be showing me how that printing press of his works sometime soon. Remigio. Don't you think our abbot is a saint? Oh, no doubt. He has a view of the future, and would certainly embrace anything that Father Ezekiel and the like propose. But he knows that without the observance, he would lose his grip over the monastery. That's why he tries to please them. And he's not the only one. Какая у него улыба, он так давит, и он, на удивление, спокойно к этому всему относится. Так, ортодоксы. I know you're not fond of Father Diego and the other observants. How could I be? Their insistence on returning to the rule of Saint Francis is ridiculous. Their idea of poverty makes me laugh. You need money to preserve the knowledge of books, and a full stomach to think with clarity. But you pretend to like them. I must. If not, they'd rally against me in my library. They'd find out what I'm hiding, sooner or later, and they wouldn't like it. What Урсус. makes you so attached to Ursus? His gratitude, just as yours, bonds me to you. You saved Ursus's life as well? What had he done? Oh, I don't even remember. You've forgotten? When the Inquisition wants to execute someone, they don't need an excuse. Who cares? Кого это волнует? Ты впрямь-таки. Так, прошедшая ночь. Джузеппе. You said you would grant Giuseppe a Christian burial. Have you done so already? Ursus took care of it before the morning prayers. Don't worry about it. I'll pray for him. Don't waste your prayers. Keep them for you and for me. But send them to your father, Satan. Beg him to grant us the ability to read that book. Тайная библиотека. Where were we last night? It's best if you don't know. Why? You are my most prized possession. I don't want to lose you. Вот так вот, да? What if I had read the book? Would you have left me to die? Not in the slightest. I wanted you to see the power of the book. But you're not ready yet. Когда я буду готов? What if Toribio had read the book? That coward, he would never have even tried. I only took him to incriminate him. I was afraid he'd badmouth me to the observants. Now he won't dare. Потому что его самого пришибут за такое. Why? The book has a Y on its cover. What does it mean? I don't know, Brother Yaga. My name is Miguel. Iago is only the name you gave me after helping me escape the Inquisition. It starts with a Y. Don't jump to conclusions. Совпадение? Не думаю. Как бы нас тут не обратили в радиоактивный пепел. Прошлое? Так, что мы можем спросить у него по прошлому? Бацкла. Do you know anything about my father? Yes. He rebelled against God and turned into Satan. He stayed in the shadows for centuries, but one day he will rise. I'm talking about my human father, the Duke of Fuentenegra. You don't have a human father. I don't follow. In order to avoid further problems with the Inquisition, the Duke confessed that you weren't his son. Years before, an old man who claimed to be a messenger of the King of Naples spent a night at your father's estate. The next morning, he had disappeared, leaving behind all of his belongings. His clothes were lying on the bed, covered in blood. And among the clothes and blood, they found a happy and healthy baby. You. The Duke, who hadn't managed to conceive an heir or bastard, kept quiet and gave you his family name. And no one ever heard from that old man again. It was all the devil's doing, no doubt. An act of your true father. Вот врет и не краснеет, я прям чувствую. Так, Инквизиция. You have denied it countless times, but what if the Inquisition is still looking for me? The plan worked perfectly, Iago. My name is Miguel. Your name is whatever I say it is. Miguel de Fuentenegra was devoured by a diabolical pig in that dungeon 3 years ago. That's what the Inquisition believes, and can't think of a better story. Так, ситуация накаляется, ему явно не нравится, куда я начинаю клонить. Sometimes I dream of returning to Fuentenegra, and Don't be a fool.
What if someone recognized you? As I've said before, I didn't give you a new life for you to throw it away in vain. Your place is here. At least until we decipher that book. When you saved me, you were already master copyist of Santa-Brigitta. And Ventenegra is more than 20 days away. How did you find out about me? One of my most grateful pupils is now a scribe of the Holy Office. He knows of my commitment to understanding ancient books, unknown languages, and lost knowledge. When the Inquisition set their sights on you, he contacted me. I left immediately and arrived just in time to save you. Какое совпадение, прямо как удобно. I feel Будущее. like I'm wasting my time here in Santa-Brigitta. Your gift for languages is very useful, and it will be so even more in the future. Well, I've got my own ideas for the future. Speak. Говори. Литература? You know how much I enjoy ancient mythology. Maybe I could focus on writing about it, like... The fact that I allow you to read certain books does not mean you can flaunt this knowledge. Anyone who speaks of pagan myths will automatically become a target of the Inquisition. Do you wish to go through that again? Or do you have any better ideas? Работать руками может тогда I'd стоит? like to follow in Father Ezekiel's footsteps and do something with my hands. I like the forge, to see iron come to life, like Vulcan, the blacksmith deity. Your talent lies not in your hands, but in your head. I will not let you put it to waste. Any other ideas? Евангелизация. Since I understand all languages, maybe I could be a missionary and evangelize the Americas. What part of I am Satan's son have you not yet understood? Any other ideas? Listen to me. You are the devil's son. There's nothing you can do about it. Make the most of the gift he's given you. But how? His is the book that killed Giuseppe. Perhaps, when you decipher it, we won't have to hide anymore. Then why don't you let me give it a shot? I must first test it on other subjects. I can't risk losing you. Вот так вот. I could use a mirror to read the book's reflection, just like Perseus did to avoid turning into stone when looking at Medusa. Oh, nonsense. Mythology is nothing but myths, legends, and lies. But the power of the book is real. You've seen it. Отцовская любовь. If the book is my father's work, why would he kill me? Because the book is not your father. Does it have eyes? Does it know who you are? Can we be sure it will recognize you? Can we know if it has a will of its own? Well, I'm willing to take that risk. I would protect you with my own life. If you want to risk your own, you'll have to do it over my dead body. Мне нравится, как эти двое голосят прям на всю вот эту вот Санта-Бригитту, и никто как бы не слышит вот этих вот воплев, мол, я сын сатаны, я не позволю тебе изучать вот это то, все, третье, пятое, десятое. Как бы никто не боится. Брак? I think I'm not cut out for the priesthood. I'd like to get married, you know, meet a woman and... And? Do you think I'm a virgin? I will give you not one, but many women. When you reach the priesthood I have planned for you, but let time take its course. What else do you have in mind? Да, в общем-то, ничего, я как-то израсходовал набор мыслей в своей пустой голове. Ну что ж, интересный получился с ним, так сказать, я скажу, диалог. Мы, правда, не то чтобы сильно продвинулись по нашему квесту, но я думаю, что мы продолжим уже проходить это дело в следующей серии, дорогие друзья. А пока что вы были на канале Микросус, меня звали Сергей. Мы играли в Yesterday Origins. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.